Друзья, всем привет! Я по вам очень сильно скучала, надеюсь, вы по мне тоже. Сегодня мы поговорим с вами про шпагаты, а именно про продольные, а именно про ошибки продольного шпагата. Итак, ошибки продольного шпагата. Одна из самых распространенных и актуальных тем нашего времени, можно сказать и так. Вот вроде бы вы сели на шпагат, все прекрасно, но вдруг у вас что-то там начало болеть, и вы как-то, не предполагали, что у вас там может случиться, или же вы смотрите на свою фотографию, а там коленочка как-то развернулась не туда, куда надо, то есть в бок, вот. И сейчас как раз-таки мы и разберем, почему она у вас разворачивается и почему не стоит этого делать. Мы сейчас не будем говорить о таких моментах, как обязательный разогрев перед тренировкой и регулярность посещения тренировок по растяжке, но тем не менее помним всегда про это и держим в голове. А сейчас поговорим конкретно о технике. Поэтому перемещаемся на пол и будем разбирать. Итак, приступаем. Наши любимые шпагатики. Первая, самая основная, распространенная и грубейшая ошибка продольного шпагата. Когда вы разъезжаетесь на шпагат, и вроде все было хорошо, и вот вы сели, и ваша коленка сзади развернулась в бок. Этого быть не должно. Ваша коленка обязательно должна смотреть в пол. От этой ошибки, кстати, вытекают и все остальные ошибки. Сейчас вам расскажу. Итак, коленка сзади смотрит в пол. Автоматически оттуда выплывает ошибка номер 2. Пятка смотрит в потолок, да? Смотрите, положение коленка в сторону, вот вы сидите, вроде все хорошо, и, кстати, вот отсюда у вас будет болеть пах, да, это о том, о чем я говорила в самом начале. Соответственно, коленка в сторону, пятка тоже в сторону. Если мы коленку заворачиваем, пятка автоматически смотрит в потолок. Это правильное положение сзади располагающейся, сзади лежащей ноги. Ошибка номер 3. Вытекает как раз-таки из предыдущей. У нас вообще как бы цепочка получается. На самом деле в шпагате вот так же все взаимосвязано, как и в нашем организме. На минуточку. Поэтому заворачиваем коленку, пятка поднимается в потолок. Соответственно, на что обращаем в третью очередь внимание? Это наш квадрат. Квадрат – это 4 точки. 2 плеча, раз, два, и наши подвздошные косточки. Раз, два. У вас должен из них, как это говорится, начертиться, очертиться, в общем, появиться четкий квадрат. То есть раз, два, три, четыре. Соединяем, и все 4 точки должны смотреть вперед. Смотрим. Ваша первая ошибка. Раз. Вторая ошибка 2. И вот ваш квадрат уехал 3. Соответственно, заворачиваем раз. Пятка 2, квадрат 3. Запомнили? Далее 4 и 5 ошибки в связочке пойдут. Итак, вы начинаете разъезжаться на продольный шпагат. Вот в таком положении. Спина у вас вот такая кривая, и вес тела вы полностью переносите на переднюю ногу. Спина – это, кстати, 4-я ошибка, номер 4. А вес тела, когда вы переносите на переднюю ногу, это ошибка номер 5. Да, и вы начинаете кряхтеть, пыхтеть, лишь бы коснуться этой передней булочкой пола. Про заднюю ногу вообще забываем. И вроде бы вы коснулись, но это неправильное положение. Да? Вообще, по идее, вес тела у нас 50 на переднюю ногу приходится, 50 на заднюю. Кстати, я знаю, что передней и задней ноги нет, просто так удобнее. Но вообще я все знаю, не переживайте. Поэтому, да, спину нашу, 4-ю ошибку мы распрямляем, убираем. Соответственно, отсюда 5-я ошибка, а точнее ее исправление вытекает. Вес тела у нас, да, корпус у нас посередине. Вы одновременно должны чувствовать как заднюю поверхность передней ноги, так и переднюю поверхность задней ноги. Итак, подытожим. Первое. Коленка. Заворачиваем автоматически, пятка в потолок. Квадрат, не забываем, 4 точки. Спина вертикально, вес тела, соответственно, также автоматически, это мое любимое слово, между 2 ногами. Угу. И у вас будет клевый шпагат. Вы, конечно же, сейчас думаете, конечно, ты гимнастка, у тебя так все красиво, просто и так далее. Но вот у меня есть, для тех, кто еще не сидит, но я уверена, что вы сядете, у вас все впереди. Главное, вы помните, да, что главное? Желание, терпение и сила воли. И у вас все получится обязательно. Поэтому на кубики опираемся.
Начинаем также разъезжаться. Здесь регулируем коленку, пятку. Вот она идеально должна смотреть в потолок. И поехали, поехали. Спина вертикально. Если вам не хватает высоты, вы можете кубики переставить в другое положение. И вот ваша ровная спина. Вот ваш вес тела посередине. Вот ваша пятка в потолок, коленка в пол и квадрат смотрят 4 точки вперед. Все то же самое, только вы начинаете здесь, соответственно, по вашей амплитуде, пружиночками, медленно, верно, маленькими шажочками опускаться на наш шпагатик. Как-то так. Я еще хочу вам рассказать маленький гимнастический секретик. Когда вы уже сядете на шпагат, вы можете проверить правильность посадки, скажем так, посадки, посадка же, не знаю, какое-то странное слово, но в общем будет посадка. Сгибаем сзади лежащую ногу. Если ваша голень смотрит в потолок, вы сидите правильно на шпагате. Небольшое отклонение, естественно, допустимо, как везде. Если же она там куда-то завалилась, это, соответственно, уже неправильно. Вот такой вот клевый секретик. Друзья, старайтесь все-таки акцентировать внимание на данных ошибках, потому что это не просто ошибки, а это ошибки, которые вредят вашему здоровью. Ведь шпагаты – это не только внешняя красота, но и самое главное – это здоровье изнутри. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Всем клевых шпагатиков, хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Пока-пока!